Здравствуйте, гости моего канала, здравствуйте, мои подписчики. Меня зовут Алла. И сегодня мы посмотрим общий расклад на тему «Какая женщина боится вас потерять?». Помним о том, что это общий расклад, воспринимайте его как подсказки от Вселенной, но не как руководство к действию. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк. Также напоминаю, что вы можете ко мне обратиться за личным гаданием. Мои контакты на экране. Итак, давайте посмотрим, какая же женщина боится вас потерять. Так как расклад общий, то я буду рассматривать в раскладе несколько позиций, то есть несколько сценариев, которые мне покажут карты. Итак, первое. Для кого подойдет первый сценарий? С этой женщиной вы уже расстались. Эта женщина на сейчас осталась в вашем прошлом. Женщина вам разбила сердце. Карты говорят про то, что вот первый сценарий, который есть в общем раскладе, это про то, что женщина разбила вам сердце. Здесь у многих отыграется, что она сомневалась. У кого-то отыграется, что был выбор между вами и между кем-то еще. У кого-то отыграется, что женщина была не совсем уверена в вас. Ну, то есть, как бы она так колебалась. То ли нужно, то ли это будет ошибка, то ли это нужно сейчас, то ли, может быть, на потом. Ну, то есть, как бы женщина не чувствовала, что она готова вот тогда, когда вы хотели делать выбор. Здесь женщина могла, мягко говоря, тормозить процесс, потому что человек здесь не до конца сам понимал, хочет быть с вами, не хочет. И даже если у кого-то отыграется, что это ваша бывшая жена, может быть, нынешняя, то есть вы еще не развелись, то женщина здесь очень долго тянула время. И именно потому, что она тянула время, это тоже дало трещину в ваших отношениях. Человек здесь не хотел эмоционально с вами быть открытым. То есть здесь женщина могла скрывать какие-то вещи, бояться вам озвучивать вслух. Женщина здесь боялась вам озвучивать какие-то свои сомнения, страхи. Ну, то есть как она все это терпела и хранила в себе. И потом вот то, что она хранила в себе и не высказывала вам, это все проявлялось в виде каких-то претензий, каких-то манипуляций, каких-то хитростей в ваш адрес. Даже если вы здесь мужчина, который открытый, который эмоционально открытый, вы привыкли все обсуждать, вы готовы все проговаривать в лицо, женщина здесь нет. Женщина здесь закрытая и достаточно закомплексованная. Здесь женщина про то, что ей крайне тяжело было, знаете как, вот проговорить какие-то свои, ну вот то, что ей не нравилось. И за счет того, что она очень много чего терпела и не могла это высказать вам вслух, потом это все превращалось в какие-то претензии, в какие-то скандалы, ссоры. Ну и в конце концов она здесь сделала какой-то поступок очень некрасивый. Так как это общий расклад, то тут каждый сам прикладывайте свою личную ситуацию. Потому что в общем раскладе здесь просто показано, что была какая-то очень негативная ситуация, после которой, грубо говоря, она вам разбила сердце. Но разбила она вам сердце, потому что вот она никак не могла определиться, то ли возвращаться, то ли уже расстаться, то ли решиться на какой-то вот важный шаг в выборе, например, там, чтобы вы на ней женились, или вы там съехались, или вы его простили. Здесь женщина очень долго как-то мямлила, тянула, как-то была очень такой, знаете, скрытой, нерешительной, сомневающейся, какой-то закомплексованной эмоционально. То есть здесь у многих отыграется, что мужчина просто решил, ну, как, знаете, рубануть. Ну, типа, все, я больше в этом не могу и не хочу находиться, поэтому это будет точка. У многих отыграется, что здесь мужчина вышел из этих отношений.
Причем, знаете, тут даже вы могли не объективно выйти из этих отношений, а знаете как? Ну вот, например, женщина молчит, она игнорит вас. Женщина ведет себя как-то не логически, как-то глупо, манипулятивно. И вы понимаете, что вот на уровне реального мира человек как бы вас бросил, но при этом еще вот какие-то игры с ее стороны есть. И многие из вас здесь могли уйти в каком плане? Вы просто перестали ей отвечать. Вот вообще. Вот если раньше вы там как-то писали, звонили, или она там как-то вас послала, разругалась, но потом что-то там еще у вас просила, или там, не знаю, как-то выходила к вам на связь, то здесь многие из вас просто перестали отвечать. Кто-то из вас ее заблокировал, кто-то просто перестал отвечать. Ну, то есть, по факту получается, что как бы она ушла первая, но вы поставили окончательно точку. Потому что она еще какое-то время пыталась как-то вас достать. А почему ты выпала в раскладе, что ты боишься потерять этого мужчину? Смотрите, здесь про то, что, в принципе, она понимает, что вы очень семейный человек. Знаете, как, чего она боится? Она боится и боялась того, что вот другие женщины, или там, например, ее родственники, или, может быть, ее подруги, говорили о том, что вы очень классный, то ли семьянин, то ли отец, то ли вы какой-то заботливый, внимательный, любящий, может быть, какой-то надежный, вот в таком формате. И люди со всех сторон ей говорили: ну ты что, сдурела, что ли? Смотри, какой классный. Но вот она как бы это вроде слышала, но за счет своих каких-то комплексов, какого-то эгоизма, она вот это все отвергала. А потом, когда вы замолчали, полностью замолчали, женщина здесь вот как-то начала понимать, а может быть, люди вокруг нее действительно были правы, что зря она так вами разбрасывалась. Здесь про то, что вот после того, как вы исчезли, она поняла, что это уже не шутки. То есть она как-то к вам так относилась, знаете, ну вот как будто, ну ничего не произойдет, ну вот мы сейчас там поссоримся, потом помиримся, ты исчезнешь, потом ты появишься. Как-то здесь женщина слишком легко относилась к вашим отношениям. Может быть, уже было такое, что она уходила, вы ее принимали обратно, или если она не уходила, то в принципе вот не относились, как, знаете, типа, да ладно, перебесится там и все будет хорошо. И она это видела. То есть она привыкла к тому, что вы так не относитесь. Вот типа, знаете, как прощаете, может быть, что-то, или там относитесь к ней как к ребенку, типа, да ладно, что с нее взять. Вот она решила, что вот дальше ваши отношения будут продолжаться. Вот после этой какой-то грандиозной ссоры, какого-то очень негативного поступка. Но, видимо, она ошиблась, потому что здесь мужчина все-таки исчез. И на сейчас у нее, да, пришло такое состояние, что она поняла, что она вас потеряла. Но здесь даже уже не страх потерять. Здесь уже скорее это, знаете, что разочарование, злость на себя, вот за то, что не рассмотрела, за то, что как бы разбрасывалась вами и вашими отношениями. А ты захочешь вернуть этого мужчину? Ну, пока нет. Пока нет, потому что, видимо, вы как-то жестко либо что-то сказали, либо резко его заблокировали, поэтому здесь женщина где-то может как-то там через пару месяцев дать о себе знать, потому что она реально не хочет вас терять. Здесь есть еще какие-то надежды, что можно вас вернуть, потому что человек здесь много чего переосмыслил, но при этом пока она не готова действовать, потому что боится каких-то вот ваших реакций. Видимо, что-то натворила, и поэтому боится, как теперь к вам появиться, выйти на связь. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим еще, какая женщина боится вас потерять. О, тут сразу пошло, да. Тут очень сильно боится потерять. А ты просто боишься или ты уже потеряла? Угу.
Ну, тут, в принципе, не такие уже прям и взрослые отношения. Здесь новые какие-то отношения. Ребят, вы здесь можете быть знакомы там полгода, ну, максимум, это потолок, 1 год. Здесь, смотрите, здесь, кстати, по второму варианту, вот второй сценарий, здесь женщина очень ревнива. Может быть, вы это замечали, может быть, не замечали. У многих тут так отыграется, что женщина не хочет показывать свою ревность. Она это очень умело прячет. Она здесь может вам казаться легкой, такой, знаете, веселой, жизнерадостной, хохотушкой. Но на самом деле здесь женщина недоверчивая. Здесь женщина, у которой очень много сомнений. Здесь женщина не верит мужчинам, в принципе. Кстати, тут у многих может отыграться, что ее мать в разводе очень давно. И мать здесь очень много лет сама. Это может быть мать, у кого-то может отыграться старшая сестра. И мать или сестра здесь постоянно ей жужжат, постоянно ей, знаете, как вкидывают, вбрасывают какой-то негатив по поводу мужчин. Ну, типа, что на мужчин нельзя там надеяться, там приводят в пример свою какую-то личную жизнь. Здесь может быть такое, что сестра разведена, мать давно разведена, и они обе, скажем, без отношений. И здесь про то, что они очень частенько накручивают королеву жезлов, о которой идет речь. Это выливается в то, что когда все хорошо, все спокойно, королеве жезлов здесь может казаться, знаете, что мужчина обманывает, мужчина скрывает, а мужчина ненадежный. Каждый раз, если вы идете на рыбалку, либо вы там задерживаетесь где-то на работе на час, она, например, там звонит ее мать или там сестра и спрашивает, а где твой? И она говорит, там, ну, примерно, да, там его еще пока нет, он на работе. И здесь вот ее родственницы, они могут ее очень сильно накручивать. Ну, типа, ой, да какая работа, до 100% где-то там шляется, либо бухает, либо гуляет. Ну, то есть здесь очень негативная родственница. И вот это, кстати, очень плохо влияет на королеву жезлов, потому что даже когда у вас все хорошо, она себя постоянно накручивает, что вы можете уйти, что вы можете оказаться гулящим, что вы можете там как-то деградировать, спиться, там еще чего-то. И вот карты показывают, что это все заслуга ее близких родственниц. Может быть, ее отец выпивал, может быть, у сестры муж очень сильно пил, либо гулял. Ну, то есть вот этот страх ее вас потерять, он нездоровый, и он не ее. Это, да, видите, 10 мечей. То есть это идет от ее ближайших родственниц. Вот этот самонакрут негатива. И, кстати, ей эти родственницы, они часто говорили о том, что там уйди, или он там тебе все равно бросит, да зачем он тебе нужен, да он ненадежный, вот в таком формате. Ну, как бы женщина здесь все равно им не верит, то есть она слушает себя. Женщина здесь 100% заинтересована в отношениях с вами. По этой причине она, знаете, как бы, она слышит то, что не говорят, но окончательно слово за ней. То есть тут не так уж прям, чтобы она такая ведомая была. А что ты вообще хочешь от этого мужчины? Ребят, ну тут женщина хочет глобально. Здесь на сейчас, видимо, у вас какой-то такой, знаете, нейтральный статус. Либо вы в гражданском браке, либо у вас гостевой брак, либо вы редко видитесь. Ну, то есть что-то такое, что вот с точки зрения социума это несерьезно. И с учетом, что ей каркают на мозги ее родственницы, и с учетом того, что вот тот формат отношений, который сейчас между вами, он действительно как бы не, ну, с точки зрения социума, он несерьезный. И вот это все вместе, оно ей дает такой шлейф негатива, типа, что вы к ней несерьезно относитесь. И для нее как бы это очень так неприятно и страшно, потому что она хочет с вами отношений именно как и для семьи, для будущего, для партнерства, для будущего. А картинка другая, которая есть сейчас. По этой причине здесь действительно есть страх того, что она в вас может разочароваться. Вы можете оказаться не таким классным, как вы показываете, или как она вас воспринимает.
Поэтому смотрите, вот по этому варианту здесь женщина действительно в вас заинтересована. Здесь женщина делает максимум все, чтобы с вами быть вместе. Но при этом ей бы хотелось от вас какой-то честности, открытости и более серьезных намерений. Поэтому вот так отыгралась королева жезлов. Так, ребят, кто себя узнал в раскладе, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто хочет заказать у меня консультацию на Таро, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Принимаю только СМС. На этом всем хорошего вечера и всем пока.